страшненько, такой огромный. Вот это гроза. Я на такое даже не настраивалась. А когда гроза, надо куда-то прятаться. Сегодня 8 июля 2026 года, и всех приветствую из Одессы. И утро у нас сегодня началось с новости, которая сколыхнула просто весь город. Всем привет! С 2020 года мы вообще живем как в каком-то фильме, а с 2022 мы вообще как будто живем в каком-то очень жестком боевике. И каждая серия все страшнее и все круче предыдущей. Какие-то такие непонятные события начали происходить, конечно, виной всему война. Последние дни в Одессе очень напряженные, периодически очень страшные. Сегодняшнее событие вообще меня сразило на повал. И понимаю, что такое возможно. И, конечно, хорошо, что обошлось без жертв, но было действительно очень страшно. Захожу в новости и читаю. Сегодня мужчина просто забежал в парикмахерскую, закрыл дверь. И, можно сказать, держал в заложниках двух женщин. Приехали правоохранительные органы, полиция, медики. Это все дело затянулось, к счастью, никто не пострадал. Он не предъявлял никаких требований, он никому вроде бы как сильно не угрожал, но он их не выпускал. И я представляю, какой страх и ужас испытывали эти женщины. И так живем все в сложном психологическом состоянии, да, потому что каждый день у нас что-то происходит страшное. Так еще и такие события. А сейчас вообще боишься куда-либо ходить. Мне иногда кажется, что просто люди начинают из-за вот этого всего сходить с ума. Несмотря на то, что у нас, казалось бы, разгар туристического сезона, последние дни в Одессе очень напряженные и очень неспокойные. Я вот даже вчера была вечером на Дерибасовской, взяла телефон и чисто случайно увидела уведомление о том, что баллистика летит на город. Сразу набрала Иру, у меня не успел пойти гудок, прилетела ракета, и взрыв был такой силы, что, наверное, слышал весь город. И поскольку я была вообще где-то возле моря, то такая звуковая волна была. У меня был такой шок, скажу вам честно, что я не могла прийти в чувство еще, наверное, на протяжении минут 30. Господи, это просто только что какой-то кошмар был. Я уже шла домой, уже где-то просто случайно увидела, что летит баллистика. И как раз началась тревога, просто в шоке. Оно так бабахнуло. Просто у меня нет слов, у меня дрожат руки. Я в ужасе. Я просто в ужасе. В результате прилета пострадало около 10 человек. Это, конечно, самое страшное, поэтому всегда говорю, что невозможно расслабиться, и жить во время войны очень сложно. Кажется, вроде бы как мирная, счастливая жизнь, но на самом деле никогда не знаешь, что произойдет даже через минуту. Вот это я понимаю, снятие стресса. С такими стрессами, как мы живем, на раз может пойти такая бутылка. Так, смотрите, виски почем. Уже сколько здесь литров? Я не вижу. 4,5 литра. 3 литра. Солидные такие размеры. Водочка. Роберто Кавалли водка. Ой-ой-ой. 1395 гривен большая. Ukrainian Spirit, українська душа, водка, дивіться, яка гарна, з нашим гербом. 1200, зараз знижка 879 гривень. Прикольно. А вот в коробочке тоже на подарок из Украины те, що треба. На море каждый день много людей, люди устали бояться и, конечно, продолжают ехать в Одессу. Температура воды в Черном море сегодня не радует. Кто не успел покупаться при плюс 25, сегодня водичка плюс 16, плюс 17, и все это из-за явлений Абверинга, из-за подъема холодных глубинных вод. Да, в Одессе в Черном море есть такое явление. Недавно произошла трагедия на море. Девочка с кругом купалась, и ее унесло. Позже нашли только один круг. И вот спустя достаточно длительное время сегодня нашли тело 10-летней девочки. Когда вы купаетесь в море, будьте предельно осторожными, потому что очень сильное течение, и нужно
смотреть не только за собой. И, конечно, нужно не сводить глаз с детей, потому что очень много трагических историй. В Одессе открывается все больше и больше официальных пляжей. Официальные пляжи — это значит те, которые соответствуют нормам безопасности в условиях войны в первую очередь. Это значит, на них есть укрытие. И сейчас их количество стремительно растет, и уже практически 40 штук официально открытых, примерно 35 или 38. Тут прохожу мимо красивейшего белого гибискуса. У нас тоже такие на даче растут. Мама когда-то высадила, и белые есть, и фиолетовые. А мы все никак из-за этих обстрелов не можем туда доехать. Тоже много работы накопилось. Посмотрим. Пчелка здесь. Красавица. Ой. Посмотрите, какая красота. Это лаванда, которую я купила на привозе. Она стоит, не осыпается и пахнет на всю квартиру. Это черешни. Купила какой-то новый сорт. Ну, он не новый, я никогда о таком не слышала. Называется солнечный шар. 150 гривен килограмм. Но очень-очень крупные и сладкие. А вот это обычные. Они уже по 70, по 90 можно найти. По 100, смотря где. Так что такая красота. Черешня Чкалов, знаю, еще очень-очень вкусная. Я ее обожаю. Просто я в этом году как-то даже нигде не встречала. Попробуем еще вот этот солнечный шар. Я вижу, в этом году в Одессе популярны итальянские мотивы, да? Ну, Одесса с Италией тесно связана. У нас история такая смешана с большим количеством различных национальностей. Ну и Италия в Одессе тоже присутствует. Видите, лимончики везде. Зашла в магазин «Кактус» и вижу у них целые полки с такими переносными вентиляторами. Как раз когда сильная жара, я думаю, очень помогает людям, особенно которые ездят в общественном транспорте. 165 гривен за штучку. Они там абсолютно разные есть. Не знаю, никогда не пользовалась, но мне почему-то кажется, что они охлаждают нормально. Давно в «Кактус» не заходила, у них появилась такая красивая посуда, как раз на морскую тематику, рыбки. Можете ставить видео на паузу, смотреть цены, тарелки здесь по 500 гривен. Вот такие кораблики, не знаю, они из какой-то керамики сделаны. Не могу объяснить, что это за материал. 500, примерно 488 гривен они стоят. До 500. Ну и вот есть еще большие такие тарелки, там уже ближе к 1000. Цены абсолютно разные, но, как знаете, так в квартире можно поставить и напоминать себе о море. Я просто иду по Дерибасовской и прощаюсь с вами. Говорю, наслаждайтесь жизнью, несмотря на все трудности. И девушка из кафе мне говорит, выберите печенье с пожеланием, потому что вы делаете добро. И мне настолько приятно стало. Спасибо большое. Сейчас посмотрим, какое же там пожелание. Открыла печенье, и вот здесь такое. Діліться радістю з оточуючими і самі насолоджуйтесь нею. Это ж надо, чтобы еще такое мне выпало, такая надпись, да? Ой. Я просто шла по улице, и девушка захотела, после того, как услышала мои слова, сделать мне приятно. Коржик гуляет, язык у него до земли висит, наверное, он хочет пить. В Одессе синоптики обещают на ближайшие дни дождь. Вчера тоже у нас была гроза, но как-то в части города был ливень, а в другой части было практически сухо. На сегодня у нас предупреждение об опасных метеорологических явлениях и обещают местами даже град с сильными порывами ветра. Так что будьте осторожными, потому что что-то погода в последнее время с нами не шутит. Дорогие друзья, я всем желаю хорошего дня, хорошего, тихого, спокойного вечера. Берегите себя и своих близких. И, конечно же, старайтесь наслаждаться каждой минутой лета, потому что оно очень быстро проходит. А в суете наших обычных будних дней мы даже не успеваем им по-настоящему насладиться.